Оренбург. Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся к ахыска-туркам, которые живут в Оренбургской области. Сегодня я вам покажу очень красивую традицию, которая называется Гелин Хинкал. Вчера была свадьба, а сегодня невеста первый день приходит в дом и готовит национальное блюдо. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Сегодня мы с вами просыпаемся очень рано и отправляемся в село. Поехали, друзья! Сегодня такая погода роскошная. А что со мной произошло вчера ночью, я вам расскажу в конце этого видео. Сейчас все закупают в Гулевой. Это в Гулевой нас везет, да? Их туда привозят и в конце лета, в конце осени забирают. А, вольный выпуск, что ли? Да. Вольный выпуск. Чтобы дома не держать. Сельсовет. Отделение, видать. Вот, сельсовет, да. Ага. Мы сегодня с вами отправляемся в село Карагач. Там проживают ахыска-турки, турко-месхетинцы. А какие вообще национальности живут? Ой, всякие. Кто у вас здесь есть? Вот ахыска-турки, я точно знаю. Русские, казахи. Вы кто? Вы русский? Я украинец. Вы украинец? А как у вас фамилия? Питкалик. Точно украинец. Западная Украина. Самое красивое место же это. Это же Карпаты, вот эта вот часть. Я там был один раз только в жизни. А вам сколько лет? Почти 60. А, вы совсем ребенком сюда приехали. А жена какой национальности? Тут русская. Русская? Мать чувашка. Она русская. Отец русский, да. Еще мне сказали, цыгане в Оренбурге есть, да? Ну, давно уже не видел, но были, да. Да так охота мне цыган найти. В село мы заехали, сейчас договорились, что возле школы нас встретят. Здравствуйте! Здравствуйте. Салям алейкум! Алейкум салам. Меня зовут Эльвира, рада познакомиться. Здравствуйте! Вы какая вы красивая! Спасибо. Сегодня, Эльмира, мы отправляемся к ахыска-туркам, да? Которые Да. проживают в Оренбургской области. У нас это второй день свадьбы. У нас будут готовить хинкал. Гелин Хинкал, да? Хинкалы. Сегодня я Второй как гость приду. день. Что я должна буду подарить? Вообще вот по правилам, по традициям вашим. Ну, нас дарят золото по традиции. Золото, я не знаю, деньгами тоже. Деньги. Да. Деньги подходят как подарок? Конечно, деньгами тоже. Вот свадьба вот тут у нас была. Ага. Что-то я не поняла, у всех трактора стоят. Потому что здесь у нас это фермера. в основном. Фермера, да? Да. Пожалуйста. Спасибо. Салям алейкум. Какая красота нас сразу встречает. Здравствуйте, здравствуйте! Какая красота встречает. Да. Итак, к чаю вам. Ой, спасибо. Это такие моменты дают? Вот смотрите, мы видели, что невеста поклонилась. По вашим традициям мы должны... А куда мы Спасибо большое. Она возьмет? Да, возьмем. Как красиво! Как красиво вообще! Держите, держите. Ой, так всех ставлю. Это очень красиво. Это Здравствуйте, добрый день, дорогие мои. С приездом вам. Спасибо большое. Приехали к нам в гости. Да. Наш брат, Знакомые? наши обычаи. Наверное. Гурдюшный телевизор? Знакомый, наверное, я всегда это смотрю Да? телевизор. Ой, золотой. Что, ну? Азербайджан гидiyse. Да, Türkiye. Мы вас хорошо знаем. Да? Да, bilirim, да, bakıyorum. Передачаларын çok görüyorum. Эльвира, да. Bilirim. Как я рада, смотрите, он говорит, мы Мы вас знаем, передача смотрим. Спасибо. Смотрите, мы зашли в дом, и сразу невеста нас поприветствовала. Она нам Да. сделала поклоны. Это приседание по нашей обычаи. Невеста, когда приходит в этот дом, первый обычай у нас, когда приезжает невеста на машине, в машине, подъезжает от машины до порога. Она должна с приветствием. И когда выходит, у нас обычай такой, тарелку под ноги вставляет, чтобы она ее расколола, эту Прям тарелку. расколола. Да, такой обычай. А когда в дом заходит, обычай такой, надо руку этой медом мазать и на двери, чтобы сладости жизни начался. Дай Аллах, чтобы у них был всегда счастливый, это сладкий жизнь. Дай Аллах, пускай будет самая счастливая невеста. Они очень красивые пары, дай Бог им такой же, какие красивые, они такой же. А второй у нас на свадьбе обычай такой, надо язык отрезать.
На самом деле, да, язык не будут отрезать, но обычай такой у нас. А вот у нее же сейчас язык отрезан, она У не неё отрезали. разговаривает. Вы можете обратить внимание, что невеста Она и молчит. не будет говорить да, долгое время. Вот я ей сейчас задам вопрос, она не ответит. Но мы в стороне может. За то, что мы от жениха родственники, она не будет говорить. Вот теперь сейчас у нее язык отрезанный. Да. При всех свидетелей жениха этот самый друг там специально говорит, и надо там с ножом такой обычай, что якобы уже, да, якобы они отрезали. И после этого вообще не разговаривает до долгого времени. Сейчас теперь вот у нас, вчера свадьба прошла, сегодняшний день она должна всем гостям, родственникам. Обычай у нас такой, что пельмени надо делать. Это турецкий Хинкал, пельмени. гялин хинкал. Гялин хинкал. У нас такой этот самый. Собственно, мы поэтому и пришли, чтобы Да. Сейчас полакомиться угощениями Сейчас невесты. будет этот самый, она тесто ставить. Сейчас на невесте это какой наряд считается? Головной убор, Халате. это называется катха, это называется ляча. Без этого нельзя. Мгм. Обязательно. Невеста с первого дня. Ну, пока свекровка скажет, пусть вот так будет надежда. А невеста будет несколько дней ходить в таком Пока красивом... свекровка не скажет, я снимаю. В таком красивом наряде Да. невеста будет... Но вас она же почти- невеста свою Конечно. должна делать. Она же не всегда и не каждый день Фу, так Брус будет. Димасин вообще красавица у нас. Назар Димасин, да? Машалла, машалла, субханаллах. Можно, да, руки невесты? Вот посмотрите, она вся в украшениях, в А между золоте. прочим, вчера у нее был день рождения еще. Да У что нас вы. даже подарок жених сделал. Ну, да Жених что? уже муж. Спасибо вам, что приехали. Мы рады наших уважаемых, dорогих зрителям, что смотрят на нас и радуются. Бәхетле olsun, hoş gelmişiz. Здравствуйте. Равны. Сейчас приходят гости, также говорят красивые пожелания невесте. Ha, televizyonda yapmazsın. Я не знаю. Мы же следим тоже передачу всегда. Мы рады. Спасибо, очень приятно. Zaten ne yapıp sen? Elvira. Çok bakıyorum. Da özel. Kanalya дуется, знаете, yazılsın. Yo, просто похудела. Мы делаем? Это я там толстая. Тут я хорошая. İyiyim, teşekkür ederiz. Buna Özbekçe söyleyeyim. Yo, bu Erdilce söylüyor. Türkçe'de, Uzbekçe. Elvira. Hangi dil? Elvira, керек болса мен татарчада сөйлеймін. Қайдан татар тілін білесіз? Когда мен ташкентская, как же не буду А знать? откуда татарский знаете? Я же ташкентская, у нас интернациональная нация. Hoş geldiniz ablamızın evine. Эльвира, наши турецкие, это люди, которые нация, была родина, предки, родители, все дедушки, бабушки жили в Грузии. А в 1944 году, уже вы знаете, что в 1944 году нас оттуда Сталин сделал репрессию. И мы попали кто куда. Кто в Казахстан, кто в Узбекистане, куда попало. Мы вот в Ташкенте жили. Кого куда раскидала, да. Кто куда попался. Вот, мои родители жили в Ташкенте. А Ташкент, он очень большой, этот самый место, вы сами знаете, узбекский СССР был когда в свое время. И вот в настоящее время, когда родители там жили, вот мы родились. Вы Мы родились уже в Ташкенте? Да, мы родились в Ташкенте. Вы тоже? Но в 1989 году была в Ферганской долине заваруха. Такая заваруха. Это, конечно, пусть хоть меня кто слышит, я не боюсь, правду скажу. В 89 году на базаре какую-то клубнику причину сделали. Нет, рыба воняет с головы. Они нас не хотели уже, потому что мы люди работающие. Мы любим работу, мы очень стараемся, что у нас было все, свой кусок хлеба халяль. Ну, они нас притеснили, и оттуда все вышли. Даже русские татары, все ушли, сейчас там одни узбеки. Я вот, например, приехала в Оренбургскую область. 37 лет уже проживаю в Бузулуке. 37 лет в Да. В Дубовке была. У меня там вот друзья живут. Большой привет им. Они тоже, кстати, из Самарканда, они только. И вы тоже все из Разница Узбекистана, нет. да? Представляете, сейчас вот так вот сидим мы, когда, да, общаемся. У нас такой разговор бывает. Все равно прицепка наша есть, мы все родственники. Ну да. Вот вчера мы сидели, с ней разговаривая, разговор с разговором. Она меня хорошо узнала, я ее хорошо узнала. Все равно прицепка у нас есть, связка. Даже вы меня знаете. Вот прицепка. Мы тоже чуть-чуть родственники, получается. Невеста у нас с Моздока. Ее родственников вчера в самолет посадили и отправили. А на Хинкал сегодня только родственники женька пришли, да? Сколько лет невесте? 26? 26. Ага. А как она познакомилась с женихом?
Родители вырастили, да? Да. Например, хотят женить. Сынок, мы тебе хотим женить. Вот так, вот так. Согласие родителей никогда они не отказывают. Конечно, соглашаются к родителям. Это уважение у нас. Вот так, вот так. Есть девушка в таком месте, и называют ее имя вот такая. Как зовут нашу невесту? Это Сонгюль. Сёнгюль. Какое имя красивое. Красивая. И невеста у нас вообще тьфу-тьфу-тьфу. Не Да. сгладить. Маша. Значит, жениху показывали, уже женился. Да. Показывали, ему понравилось. Они вместе приезжают к невесте, друг друга видят, общаются. Кунгельбар? Все, Всё. если появилось, Естественно, естественно. если любовь без памяти, И значит, свадьба. адекватно. Все, уже она это Все самое. адекватно, главное. Главное адекватно, потому что жених согласен, она согласна. Все, жить-то им в первую очередь. Вдруг ему не понравится, ей не понравится, родители не будут заставить. Потому что им жить, правильно? Конечно. Вот. Он соглашался, и она соглашался. Аллах верный шкюрлер болсын. Главное, бахтля болсын. Хвала Аллаха, все исполнилось. Самый главный вопрос. Любовь Давай. Что взгляда. у нас на махар дарят? Говори, говори. Золото. Золото? Золото. Сколько золота дарят на махар? Это ее свекровкина сестра, это свекровкина сестра, это сношенница ее старшего брата, жена, это мужа. И все родственники, кто родственники приходят на свадьбу, кто что дарит, кто деньги дает, кто золото дает. ЗАГС у вас уже был с мужем? Но Когда будет ЗАГС? Вот я знаю, что у турков как-то попозже делают ЗАГС. Нет, нет, если невеста рядом, то быстро. Вот ее привезли, теперь они должны заявление написать, через месяц будут. Из Моздока когда сюда привезли? Ну, где-то недели нету. Вот. Она же совсем у нас тут свеженькая. Где ахыска турки работают? Вот здесь, которые живут в Оренбургской области. Большинство предпринимателей. Мы обратили внимание, Сельхоз. техники много стоит. Скотина много, поле много, все работает. Вы кем работали? Вы кем работали всегда? Вы точно не сельхоз, вы что-то другое. Я портнихой работала. Я портнихой работала, а когда приехала сюда, нужда заставляет, тогда у меня были 3 дети. Потом я 4-ю здесь родила. Но я пошла на ферму, потому что Как будто вы- без жилья, без ничего, я куда пойду? Я хочу и жилье иметь. И образованная, и голос поставленный. Кто И там сидишь, и скрывает? вроде и страшно, и слушать охота голос. Да, молодец, спасибо. Как Вот у так меня голос. я работала, конечно, пока колхоз не распал, полностью работала. И я была всегда в почете. Я раздаивала первотелок. И каждый год теленку подарили мне. Каждый год, да, за то, что добросовестно Ну, я работала. говорю, когда приехала к вам в село, сразу обратила внимание, что очень много техники. Да. Техника, это значит, здесь есть У хозяйство. нас все работают, не сидят, не говорят, работа нету, что будем делать. Вы знаете что? Когда человек болеет, сам себе должен быть врачом. Когда человек хочет работать, сам себе должен что-то делать. Сам. Человек себе должен все сам. Стараться. Да. Харекетке берекет. Знаете, это что такое? Вот Если так. стараться, у тебя будет все хорошо. Сколько лет мне дадите? Ну, так как вы... А я уже посчитать могу. 37 лет вы живете здесь. Сюда в каком возрасте приехали? 37 сказала. А вам 70, что ли? Скоро. Сейчас, если вы ко мне приедете в гости, да, в Бузулуке? Да, приедем. Если во двор зайдете и у меня огород посмотрите, скажете, когда она успела. Да. Весь в зелени, я лук сдаю. Alna bağır gel. Aşağı. Alna paketler gel bağır. Жақсы bir soğan doğrayasın. Мы видим, на кухне идет полный процесс подготовки. А как-то можно у вас определить девушек, вот что она замужем или не замужем? Пожалуйста. Как У понять? нее 2 дети, она в платке. Все, если девушка в платке, значит она замужем, да? Смотрите, мне еще подвязали, какой красивый фартук. И еще Красивый. замужные всегда меньше говорят. Девчата-то как-то еще повеселее, а не замужные, они... Типа по мне сразу понятно, что они замужем, болтливые. Они веселые все равно. А когда невесты, они в сторону смотрят. Можно ли говорить, не можно ли. Как-то неудобно, надо на себе, чтобы аккуратно вела. Какие у всех фартуки красивые, смотрите. Бам, 5 да. Сахар, иди сюда. 5 сестер здесь. Вот говорит, вот мы все 5 сестер.
Да. Из них трое в Турции живут, да. Одна в Волгограде, другая вот здесь во Оренбурге. а я Оренбурге. Dünün gününe geldiniz. Да, да. Да? На свадьбу специально приехали. Стамбул, Бурса, Анталия. Ben Bursa'ya oldum. Bursa'da. Ben oldum. Kütahya, Bursa'da. Kariyerde oluyor. Bir gördük biz. Мне нравится веселое, вот что. С настроением всегда. Всегда. Мы своем коллегиальная резка лука. Мы будем помогать невесте. Для хинкал режем лук. Галин хинкал, скажи. Да, Галин, слово галин это Невеста, невеста, а значит. хинкал пельмени. Это получается пельмени невесты. День такой. Обычай, обряд у нас такой. Это обряд у нас всегда есть и никогда не забывается. На всю жизнь. Вы все свои традиции очень бережете, да? Да, обычай у нас не пропадает. Мы держимся. Неважно, где вы живете, в Оренбурге. Не важно, где бы не было, все равно вот это обычай продолжается. Не бойтесь. Спасибо. Это вначале так бывает, а потом уже не так. А такой привет у вас нет, когда плачет, когда лук режет? Это же в Узбекистане говорили, если плачет, когда лук чистят, свекровь будет очень жесткая. Нет, у нас говорят, у кого вот когда лук режут и слезы не текут, тот человек в рай идет. Вроде бы так. Утираем слезы срочно. Слез нет. А вот вы дома стараетесь на турецком языке говорить? Все говорят на Да? турецком языке. Это важно очень, принципиально. Все говорят на турецком языке. Ну, конечно, сейчас уже дети за то, что в России живем, по-русски тоже разговаривают. Ну, русские должны знать свой родной язык. Я призываю всех Мы себя живем в знать. России, обязательно дети все должны по-русски говорить. По всему дому женщины лук режут. Давай сами, да, невеста будем делать. Вот как турчанки будешь жить. Татары есть? За татарина мне надо замуж. А зачем тебе? Найдем сразу. А что у нас? Вот вы же своих турчанок за турков отдаете. Мне тоже, я татарка, надо татарина. Не сомневайтесь, у нас и татары с ног есть. Да? Да. То есть, Судьба, если повезло, то и тому человеку за турка замуж выйти. Повезло тому человеку за турка замуж выйти, говорят. Да, у нас вот сейчас в Оренбурге есть, хирургом работает, вот даже заведующий хирургическим отделением. Жена татарка, она работает гинекологом. Вот, пожалуйста. а вот у вас сыновья есть? Сыновья? Конечно, есть. А если бы ваш сын в дом бы привел татарку, казашку, не турчанку, русскую, как бы вы Ну, у отреагировали? некоторых уже есть. Уже если так, Уже спокойно, да? спокойно есть принимаем. Чтобы они друг друга любили, все. Это да, это классно. Даже есть такой на турчанку женился, а он любил этого русскую. Он женился, и даже детей имели, все равно развелись, потому что не любит, не может жить. Что сделаешь? Вот вы взрослое поколение, вы хотите сказать, замуж надо выходить по любви? Ну, конечно, жизнь, нам-то женить, но они же будут жить. То есть по любви надо выходить? Естественно. Когда родители скажут, вот на эту девушку будем женить, а он не хочет, заставишь. Облом, если будет, мы виноваты. А как вы считаете, а если вот иногда девушки выходят замуж, вот он богатый, за него пойду замуж, это правильно или нет? Нет? Это неправильно. Нет. За богатство не надо. Onun dedim ki işte evlenenler vardır ondan. Ne vardır? Yaş yer, Müslüman. Yatıp kalktım. Maşallah. Ya kardeşim deme. Allah ana babası. Şeyde uydu geçti ki bir de koydum ayda koydum. Öyle oynadım ki. Öyle oynadım. Вот Айша была, все фартуки сама шила. Evet, ben kendim Ya, все сама шила, говорит. konfeksiyonda çalıştım. Ben bunların hepsini evlama ben tikip getirdim. Вообще, ну роскошь, Bunları ben да? tikip getirdim hepsini. Да, я все, говорит, шила. Bizde Hinkal'da kaynana peştemal tağı deyir. Bunları hepsini. Красивый фартук, прям очень. У вас как это называется? Курпачак, тушек? Как вы это называете? Döşek minder. Тушек у вас называется? Yastık, minder. Ясток, подушка, да, мендер. А это
Матрас это миндер. Minder. А, да? Minder. А у нас у татар миндаль это подушка. Туркоязычный народ у всех есть. Но у нас у татар нету тюшеков, курпачей такого нет. Посмотрите, сейчас девушка подвязывает фартук нашей красивой, очаровательной невесте. И сейчас уже невеста будет приступать к готовке, да? Машаллах. Смотрите, у невесты специально есть для украшений посудка. С малых лет нас учат родители, чтобы все готовить, убираться, все мы знаем. Ну вот вы, когда выходили замуж, вы тоже уже все умели Всё делать. умела, да. А вы помните, вот когда вы вышли замуж и первый день готовили свой геленхинкал? Да, конечно. Мы были Волнительно было? двое невесты были, мы вышли. Конечно, в чужой дом идешь. Вот я про это и говорю. это Чужой дом, волнуешься. две невесты Да. были, мы приготовили, там тоже все, много народу было. Это же вообще страшно, наверное. Ты приходишь в новый дом, это и... Если в деревне выходишь замуж, то еще не страшно, а вот если в чужой город едешь. Вот она Хотите приехала, сказать, в город страшнее замуж выходить? нет, она с Моздока приехала, чужие. а тут уже знаешь всех. Она здесь никого не знает. Вот она, Видите, как она например, приехала и как привыкла не к нам. Кто ее поддерживает здесь? Кто вот самый главный человек, который всегда с ней? Все мы, да, у нас там определенного Мы здесь места. все как сестры, она нам как невеста, а мы есть сестра. А невеста заговорит. Не заманда свелиджи. Месяц-два, наверное. Месяц-два. Время надо какое-то определенное. Кто ей должен дать разрешение, чтобы она заговорила? Она может разговаривать со свекровью шепотом. Kaynataya söylemeyelim ama kaynanaya Со свекром вообще не будет говорить. o da onun saygısı böyle. Уважение это. А как приходит такой момент, что вот свекровь говорит, все, ты можешь говорить, что ли? Если скажет, говори, разрешат. Вот. Они могут спокойно разговаривать. Но по обычаю, конечно, лучше не разговаривать. Сейчас у нас тесто замешивается. В тесто у нас входит вода, мука, яйцо, соль, да, больше ничего. Ой, какие глазища, ресницы. Поколенники наши. Ага. А, все разбазарили. Это ее, я караул. Кому не дам. Вчера жених на день рождения подарил. Ну, как турчанки любят золото, конечно. Невеста показывает свое умение, а потом уже ей, конечно, будут все помогать. Когда девушка замуж выходит, обязательно она должна уметь хинкалы делать. А кто в этом доме остается? Младшая. Витя, я задаю вопросы, она Младший вот сын. тактично отмалчивается, то, что ей нельзя говорить, так как родственники рядом. А вы в этом доме живете? А вы уйдете из этого дома? Не знаю пока. Ну, то есть Это вообще будет решать родители. Ну, вообще, Родители. в доме одна невеста должна остаться, да, по-правильному? Сейчас вместе двое братья, все в общий котел. Потихонечку они потом дом будут им покупать, их отделить, а младший сын остается в этом Вот вы доме. правильно сказали про А я общий не котел. даю. Деньги у кого в Да. общем котле? У родителей. У родителей все деньги? Родители с уважением. Они зарабатывают, сыновья родителям деньги дают. Abraya bu şey. Bırak filmin suası ya. Senin söylenmiyor orası. Servacı abrada yapılmayayım diye ne? Yok buraya git, oraya git. Aldık mühürlendi ya alan akşamleyin. Biz dedi gelinler aldık dedi işimizde çoklan dedi. Yer torku işler çoklan dedi. Sen fikrini Жених и невеста в этой комнате уже. И кто приходит сюда, например, прямой не имеет права заходить. Так-то, конечно, стучать надо или что. Ну и вообще. Но вообще нельзя. Какой у нас огромный пласт теста раскатала невеста. Пласт тончайший, красивый. Тоненький тесно. Тесто тоненькое. Невеста молодец у нас какая. Такая красота. А теперь уже будем делать хинкал. Следует обратить внимание, что невесте на самом деле все помогают в этом доме, поддерживают ее.
Пускай продолжается так всегда. На небольшие квадратики нарезается тесто. Что вы тут делаете? Это они, видят, счастливую монетку искали, чтобы хинкал потом звание будет. Да. Это свекровка, миленькая свекровка, где ваши монеты? У нас такой обычай, когда пельмени делается, обязательно монету вставляем. Ну, кто что желает. Обычно говорим, если женщина в женщину попадет, то значит первый ребенок будет девочка. Если мужика, то будет сын. O hep almayacak. Buna böyle düştü boş. Ermak da gelmiş. Ermak da gelmiş. Çasan bu düştü. Sen düz indir ha. Вот посмотрите, сейчас невеста берет монетку, и она вставляет наш хинкал. Zaten sen tez görünmüyor zaten. На помощь к нашей невесте пришла старшая невеста. А вот вы тоже помните свой первый хинкал в этом доме? Да. Волнительно было? Потому что ее украли. Все-таки. Украли? А откуда? С Казахстана. Ваш муж пришел в Казахстан, вас увидел и украл? Это же казахи должны воровать обычно. У нас тоже есть. Да? У нас тоже есть. Ничего себе. Бывает, приходят засватать, не дают, они любят. Между собой договариваются и воруют. Муж ее из Казахстана украл и привез сюда. Двое дети счастливые, слава Богу. Хинкал делается, чтобы было вот здесь вот дырочки, чтобы туда вода попала, бульон. Потому что тесто есть тесто, а с бульоном она проще и лучше. Посмотрите, как у нас невеста ловко-ловко лепит хинкал. Красиво получается очень. Как сундучочки. А кто-нибудь должен помогать невесте, когда она делает хинкал вообще? Вы, да? Но будет такой момент, и никого дома нет, если она хочет готовить для семьи. Сама будет готовить, конечно. Отсюда беру. Вот так. Тоненький надо И взять. как цветочек, да, должен? С края надо захватить, чтобы она это толстая не получилась. И защипляем, да? Три хватило. 4 хватило. Сколько хватило? Вот такая вот красота у нас получилась. Это налепила невеста. Здесь в этой комнате также делают хинкал, чтобы накормить всех гостей. Peki bu spesiyalna biz bunda ya şey diyoruz, hikal ediyoruz. Bak şeydeki görüyor musun? Şey, Kamil'in kızı. Rastava götürdük orada. Güzel. О, benimki oldu. Как красиво лепит она. Что у меня не то, у них как-то вообще по-другому. Как розочка получается. Ну, я почему? Вот так? Şey ayakta. Тоже не понимаю. Biz var üst olarak geliyor. Вот так, вот так. Ayağını
Rahmet kızım. Oyna kızım rahmet. Ben 72 yaşa girdim. Nereden biliyorsun Rahmat? Rahmet. Bizde rahmet. Ben Aliflerin en büyük şeyleri. Kendi kaynanam. Sizde Rahmat. Var rahmet var bizde de var. Rahmet. Şimdi Özbekler rahmet değil, biz rahmet. Evet bu Uzbekçe sen dedin bana. Rahmat. Rahmet Özbekçe. Sağ ol. Sağ ol Azerbaycan. Teşekkürler Türkçe. Hani canım Batmos versene. Yeter mi? Gene biraz kalın. Поднос керек? Şeydi ben öyleyse et alıp geleyim de size de. Ой. Ya da açılmıyor mu? Yok hala hamur yengi yoğuruldu. То 120 человек сегодня придут? Вот такой 50 штук. Ну даже если придет 120 человек, каждый из них, даже если съест 20 минимум хинкал, это больше 2500 будет готовить хинкал. Ну, конечно. Мои котята очень рады. Сами вы приняли? Hep pişman işte pişman olmuyor. Какие фонарики? Hepsi şunasız, полный. Suya göre Özbekçe şkolada okuyor. А, да? Они в узбекских школах учили, и все, кто здесь находится, знают узбекский язык, турецкий язык, русский язык, татарский. Kazak. Татарский, откуда вы знаете мой язык? Соседи были. А, да? Здесь татарский. Здесь тоже много чего. Они мой татарский язык даже знают. Многоязычный народ. Это татарский язык тоже понимаем. Узбекский там понимаем. Все понимаем. Русский тоже разговариваем. Cennet de gene dolandım. Cennetlik sen yapanlar niye beğenmemiş? Çocuğu oluyor da ben yapanlar değil biraz evvel. Yeni söylüyor da değil. Çok bayağı Пока в доме делают хинкал, мы с вами выйдем на улицу, посмотрим огород. 2 дня дожди были. Дожди были, да? Ну, сегодня погода. Сегодня прям это, так вот. Мне всегда везет на погоду. Здесь в основном скотина, огородом, да, кормится? Да, скотину держат. А здесь эти парники. Сельское хозяйство у нас здесь. Ага. Как я люблю, когда приезжаешь в село, и вот так белье висит. Я вообще люблю. Да? Как в моем детстве. Ну вот я тоже из маленького поселка. Там тоже стирали, вешали, как будто вот что-то в родное возвращаешься. Вот там в ящиках у них. Они Подарочек. Abi ayağın gel olacak mı? Gel. О, носки какие. Gel. Одевай, говорит. Benim ayağım büyük. Çok güzel. Güzel. Ha, bak. Смотрите, какой подарочек мне сделали. Чё güzel. приятно, да? Подарки получили. Конечно. Красота. Это из Бурсы подарок. Интересно, дорогие дома в этой области? Сколько стоят дома в деревне, вот если купить в селе вашем? 500. А если участок 10 соток? Тут у нас участков нету таких. У нас свободных участков тут нет. А если вот участок с домом? Ну вот участок с домом, я вот приезжала вот за 550 тысяч. 550? А дом какой, старый был или Ну нет? да, конечно. То есть здесь новых домов нету. Сносили, Здесь- да, этот дом? Нет, нет. В нем В жили? нем. А вы откуда приехали? Я вообще тут родилась. Я тут жила, я замуж вышла в Узулук. Какие красивые сережки. Я еще когда в машине ехала, обратила внимание. Вам очень идут. Спасибо. Цвет красивый. А сколько коммунальные услуги за дом приходит в месяц оплачивать? Ну, если летом, то 5 Летом 5000? Ну, где-то, может, меньше даже. А Ну, зимой? смотри, зимой больше, потому что за газ уже отопление. Тут у нас 1010, холодно, да, да. Вот попробуйте. Нате ложку и попробуйте. Я знаете, сколько сумаляк не ела? Да, давно, наверное, Как с не ели. Узбекистана уехала, да. Мы каждый год готовим. Варим. Вкусный, да? Паста шоколадная, да? Ой, Пробуйте. невероятно вкусно. Привет, салам, привет всем, как дела? Спасибо. Сам мисин Эльвира біз? Блогерша. Мне Камил. Рад познакомиться. Спасибо, очень приятно.
Это двоюродный брат, получается. Жениха. Нас много братьев. Да? Да, только нас 40 человек. Оказывается, не только турчанки золото любят, А вы мужчины да, тоже. А зачем это показывать? Вкусный сумаляк какой вообще. Сам недавно я тебя на это, как бы смотрю, ты же в Узбекистане. А, да, я вот только прилетела. Здесь у нас накрывают, готовят различные салаты, раскладывают по тарелочкам, и все это сейчас отправляется на стол. А вы из Узбекистана, из какого города? Ташкент? Где жили? Сценарий Гулистан. С 89 года в Оренбургской области живут ахыска-турки. Это уже 37 лет вы здесь живете, да? У нас в России где они живут? Хазер, я поняла, что в Бузулуке, тут, Карагач, Волгоград, Ростов, Ставрополь, везде. Также смотрите, здесь огромные... Тюшек. У турков тюшек. Да. Курпе это... Ну, sizin башкирларда, татарларда, У нас курпешка. нету. Нету у У вас? нас нету, я вообще... У казахов есть, да? У казахов есть. Zabraya bırak da burada yapalım. Bir şeyler bırakın oturun hala orada. Açmayın insanlar. Buradan zaten getirsinler. Şarkın hepsi olsun. Sen birisi elde olsun. Şimdi ne oldu? Yok mu? Durma. Что у нас тут делают мужчины? Что делают мужчины? Мужчины как казан моют, женщинам некогда. Вы воду с крана не пьете тут, да? Только привозную пьете? А это откуда воду привозят? А, это значит, хозяин дома приехал, да? А у вас такого нету, что обязанности какие-то выполняет женщина, и какие-то мужчины? Ну, то есть, ты женщина, ты это делаешь. Так У нас, у женщин все обязанности, они все должны делать. А мужчины? Мужчины должны кушать. И ну, всё? нельзя называть, почему? Помогает мужчина. Почему? Помогает, да? Конечно, конечно. То если жена попросит, помоги вот посуду помыть, помоги мне. Нет, такого нет у нас. Она не имеет права просить даже. Как так? Посуду моет. Для чего она есть, жена? А вот казан же вы помогли? Ну, казан это огонь, костер. Большое дело. То, что на улице мужчины могут все помогать. Ну да. Да? Ну, да. Я тебя подписан. Давно. Мой. Всегда наблюдаю. А вы все женаты на турчанках? У вас хватает своих невест, турчанок? Или Не кого хватает. больше, мальчиков или девочек? Это сейчас Мальчиков важно больше. проблема. Мальчиков. Ну, Мальчиков. сейчас вот эту невесту с Моздока Да, привезли. сказали, из Моздока привезли. Мальчиков сейчас больше, да, у вас? Мальчиков больше. Да, у нас не хотят. Я хочу сказать, с тем, что не хватает девчонок сейчас, Да, уже, да. наверное, и на других национальностях будут жениться. Да, по-любому. Куда деваться? Есть такие вот тоже варианты. По-любому. Берут, почему? Татарок берут, казашек. На русский женатый есть. Шла бы за только замуж. Я вообще хочу за татарина. Вот прям, да, я за татарина хочу. Один братишка есть, мы невесту не можем найти. Я вот, Считай, сама пришла, да? да, хотел просить вас. Он аж убежал, я говорю, сейчас она подойдет, я спрашиваю. Он постеснялся. Не надо говорить. Сколько лет не женатый? О, уже 37. 37 лет, вот парень не женатый. Надо Ищем искать, невесту, турчанку. надо узнать, где много девчонок, да, где и исчез, и показать некого, исчез. Стеснительный. Богатый? Да, Сильно богатый? мы все богатые, Алиев. Алиев фамилия, вот что я выяснила. И все, говорят, богатые мы. Чем занимается? Животноводство. О, я буду в гости часто приезжать. Мясо валом. Мясо, а сколько стоит килограмм мяса здесь? 580 оптом с дома. Из дома? Да.
типа вот сейчас я могу подойти где-нибудь купить мясо, да? Мне как раз Нет, надо. такой нет. А, нет? Не, почему? Можете, в магазине продается вот здесь Андрей. Сколько стоит? Ну, у нее чуть подороже. Ну, 620. Ну, 620, смотря какую часть Да, мяса. да, да. Они- Фиксируем в Оренбургской области 620 примерно килограмм Да. мяса, стоит говядина. Ну и что-то про парня. Он у нас богатый, не женатый, примерно 37 лет. Алиев фамилия. Зовут Сулейман. А имя какое роскошное. Ай-яй-яй. Как его это? Великолепно. Да. Оттуда Султан он. Сулейман. Султан Да. Сулейман. А вот заместитель султана Сулеймана идет. Здравствуйте, салам алейкум. Ну, короче, мы выяснили, что у них жених есть, но мы его не видим. Стеснительный. Süleyman'ı çağır kızına gelin geldi. Нет уж. А вот спрятался жених. Слушай. А вон Я жених что, стоит. Канаточка. Вот так вот жениха высматриваем. Вот у нас и хозяин дома. Давайте познакомимся. Это ваш муж, да? Да. Как вас зовут? Байрам Али вместе. Это у нас хозяин дома, папа жениха. Сегодня вы будете пробовать первый хинкал, который вам приготовит ваша невеста, да? А мы все это посмотрим. А что вам жена только что дала? Не буду, секрет. Я вам скажу А там потом. увидим. А потом мы увидим, что ему жена дала. Сколько у вас сыновей? Двое. Второго сына жените, да? Первый уже женат. Сегодня вы жените второго сына своего. Пускай молодые будут самыми счастливыми, чтобы у вас было много внуков. Кстати, а кто остается в доме с вами? Кто будет жить? Вот все. А вообще как? Пока не будет. Пока все будут жить, да? Так-то, ну, младший обычно. Младшего, да, оставляют обычно? А жениха как зовут? Хоть мы с женихом должны же познакомиться. Яшар. Меня зовут Эльвира. У вас очень красивая невеста. Пускай у вас будет много детей, чтобы вы хорошо и дружно жили. Вы сами себе нашли невесту или вам старшие нашли родители? Ну, свели нас как-то. Свели, да? А, свели, видите, предложили. Вообще, молодежь переписывается по телефону? Вам номер дали, можно было переписываться? Ну, если до этого, там, Сколько вы переписывались, Яшар, со своей невестой? полгода, наверное. Полгода? И потом уже поехали к ней, да? Родители. У вас все зависит от старших здесь, если они разрешают. Неважно, сколько тебе лет, ты всегда будешь слушаться своих старших. Это очень расстроено. Hocam demişler. Sen zaten akta gezdin. Да, а ты нашла, biraz akta gezdi. Вот это первый хинкал, который наварят в этом доме, да? А, кстати, как у них сейчас будут обязанности делиться со старшей невестой? Кто будет дома кушать, готовить? Вместе они будут. А, вместе? Да. Потому что она когда она будет, когда она будет. А я думала, старшая невестка Нет, не устраивает нет, дедовщину? Нет, ничего не будет. Невестощину? Нет, нет, не будет. Сразу У младшая. нас нет такого. Примерно замешивать тесто тоже на хинкал, да? Да. Какой-то Сейчас поливаете масло. Масло с луком жареное, что ли? Да, да. Топленым маслом поливают. Сам первый человек, который попробует это блюдо, это будет хозяин дома. Allah razı etsin. Eniştesiymiş. Onlar eniştesiymiş. Allah o 75'e gelmiş değil mi o 75'e? O şey. Evet. Поднос поближе рассмотрите. Вот как свекр ценим. Ben de o yaştayım. И посмотрите, невеста уходит только задом. Resul bunun eniştesi.
Невеста ваша не может к вам поворачиваться спиной, да? Да. Она только задом должна уходить. Вот посмотрите, подали им самый первый хинкал. У вас мужчины и женщины вместе сидят или отдельно? Отдельно. Отдельно, да? Дома, наверное, когда... Нет, дома. Дома вместе вы сидите, а когда события, отдельно сидите? Да, да. Стоит за это деньги. Да? Вкусно? Вкусно очень. Приятного аппетита вам! Хозяин дома оценил, хинкал говорит, это стоит того. Пойдет, годится, да? Да. Хинкал был шикарный. Дай Аллах всем здоровья, чтобы много-много внуков было, чтобы один борцовская команда была, чтобы все на его дедушки похожи были. Это будет дедушка. Это мой ученик. Он мой ученик, у меня боролся он. Я тренером был, они у меня боролись, еще маленькие были. Какой вид спорта у вас? Вольная борьба. Борьба как будто похожа у вас. Да, вольная борьба. Они первые мои ученики, они 64 года, да, у меня были. Когда я институт закончил, физкультурный институт, приехал работать, они учились в 9 классе. Вы все спортсмены, получается? Да, вся команда. И мои братья, они все вместе боролись, вместе занимались. По всему Союзу возили я их бороться. Медалей много, это награждений. Первые мои ученики, достойные, да? Хорошие, да. А вот сыновья у вас спортсмены? Сыновья на дороге выросли наши. То с Узбекистана переселили, то приехали в Азербайджан, там чуть жили, потом Ростов поехали, там чуть жили, Вы, кстати, потом Казахстан, всю жизнь ездили туда-сюда. Вы вообще на азербайджанцев похожи? Да, чуть земля потянула, и там родился. Азербайджанцы на нас похожи. Нет, он именно. Bunlardan evlenip bitenler olmuş mu? Yok, evlenenler olmuş mu? Хинкал будут варить в большом, огромном казане на улице. Сейчас мы забрасываем наш хинкал в воду. Нужно быстро-быстро, чтобы не слиплись. Ой, молодец, Инья. Все тебе оставляем, будешь невеста у нас. Ага. Келин каласым да. Татарин нужен. Yok, какой разница, Türkmen, татары, братья. А загрузишь меня? Там Нормально? Нет. Вы знаете, у вашей половинки фамилия какая? Ибрагимова. Моя? Вот и ты будешь вторая. Поднимай, половинка. Половинку. Крышку поднимай. Алексей, дайте полотенце. Мужик, да? Дайте, говорит, полотенце. Вот женщины, да, сразу лезут. В огонь лезет, видишь, разве меня? Чтоб половинка не обжегся. Да, видишь, как любит. Буквально 2-3 минутки у нас уже сварились. Смотрите, в огромном казане. Правда, ничего не вижу, но вылавливаю. Эти хинкал я понесла в дом. А куда? Масло. А, масло. Ого, уже мужчины пришли. Вот посмотрите, женщины хинкал долепили, все убрали, и сейчас уже будем накрывать стол.
Поздравляем. Buradan alacakta hizmetleri. Ne hala? Deki gel. Çağırın ha. Çekiyemiş var da dik. Мы сегодня сидим за столом, сейчас нам будут подавать галин хинкалы. Это пельмени турецкие от невесты. Зрителям мы благодарим, огромное спасибо. И наши, которые гости, им тоже спасибо, что приехали. Молодежь тут, которые поженились, их поддерживали. Это очень даже для нас большой подарок. И сегодня мы еще сидим за столом, мы им желаем счастья, здоровья, благополучия и самого-самого наилучшего, чтобы был мир всегда. Это небо чистое и счастье удачное. Дай Аллах им всегда счастье. А следующий год у нас будет, конечно, Лялечка. Хоть кто. Амин. Allah bereketimizi versin. Herkesin kanasında bile güzel günler olsun. Herkesin oğlu kızı evlensin, küçsün. Bile güzel günlere ulaşsın. Yuvalarında her vakit huzur olsun. Bin bereket rızık olsun. Her şeyin Allah'tan halal olsun. Misafirlerimizden de Allah razı olsun. Ev sahibinden de Allah razı olsun. Ceylerimiz bəxtli, tatlı yaşasınlar. Milletimizin içinde en güzel, en yüksek, saygılı, gururlu aile olsun inşallah. Yaradan Allah bize böyle bugünkü günde nemeti vermiş, bu veren nemetlerine de şükür olsun. Unutmak olmaz. Geçmişlerimizin önünde de bu dolu sofralar olsun. Onları da Allah bu dünyada iman cennetini versin. Gani rahmet etsin. Allah ruhlarını şad etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti emme yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemine. El Fatiha. Amin. Наш стол начинается с хороших пожеланий. Помолились, пожелали друг другу хороших слов. И сейчас будем угощаться. К столу у нас подали хинкал. Сейчас мы будем пробовать, угощаться. Посмотрите, что у нас есть на столе. Тут у нас мясо, нарезки, хинкал наш, гялин хинкал. Овощные нарезки, это соус, наверное, какой-то, да? Как окрошка. Окрошка, Да. Сейчас будем все это пробовать. Есть. Вот мелкий есть. Говорят, давайте старшие начинайте. Ой, нет, ты старший, ты старший. Мы берем наш хинкал, окунаем в соус. Очень вкусно, очень. У нас сегодня невероятно вкусный был гялин хинкал. Спасибо большое. Это очень вкусно. Сегодня у меня день рождения. 72-й год исполняется. Вам 72 года сегодня? Да. Мы поздравляем вас с днем рождения. Спасибо большое. Здоровье, вам самое главное Самое здоровье. главное здоровье надо. Ничего не болело. Остальное все есть, сказам, все. Это сыновья есть, дочка есть, вот это мои все родня, все мы. К столу продолжают подавать горячий хинкал. Поели сразу, посмотрите, обновляют тарелки. А у вас в селе школы, садики, больницы есть? У нас пап было, сейчас закрылся, а так школа есть. Какая-нибудь горячая. Вот горячая. Приносят и приносят с ума с этих вкусники. Bayağı bir şey yiydi. Окрошка вкусная. Direkt o gelinle beraber artık yemek.
Благодарим вас, дай Бог вам здоровья, счастливого пути, везде было, чтобы хорошо. Это я вас благодарю за то, что вы такой добрый, отзывчивый народ, что я сегодня в вашем доме спокойно провела время, очень весело и вкусно провела время. Вы поделились своими традициями, своими обычаями. Огромное спасибо, конечно, вам, как хозяйке дома, которая позволила прийти в ваш дом. Все снять, все показали, все рассказали. Большое спасибо. Я в восторге от вас всех. Люди очень добрые, отзывчивые. Вообще в Оренбурге в этой части люди очень добрые. Вот это я хочу отметить. И мне помогла найти ахыска турков девушка, ее зовут Инара. Она сразу мне откликнулась. Да, Инара. Она откликнулась, говорит, я все помогу, какие национальности нужны. И вот предложила пойти к ахыска туркам. Инаре огромное спасибо за то, что она меня познакомила с турками, которые живут здесь. И вам представляете, копейка попалась в нуле. Amin. Ya Rabbim Allah bu gençlerimizi bəxtli etsin. Bu nimetlerini Allah subhanahu teala hep böyle lezzetli, güzelce, şadlık günlerde yemeğe, toplanmaya nasip etsin. Ya Rabbim Allah ne niyatlarıyla etmişler. Allah niyatlarını kabul etsin. Ya Rabbim Allah hoşbəxt etsin. Hayırlı ferzendlerine nasip etsin. Ya Rabbim Allah cümle ehli İslam, Müslüman kardeşlerimizi bugünkü böyle şadlı günlere ulaştırsın. Amin. Копейка попалась мужчине, значит, у них были первый ребенок мальчик. Да. А если бы женщине попалась, то девочка. Еще раз мы поздравляем нашу шикарную, роскошную, красивую невесту. Пускай молодые будут самыми счастливыми, пускай у них будет много детей, и мальчики, и девочки, и чтобы они были самыми здоровыми. Я очень рада с вами познакомиться, будьте счастливы. Можно я вас обниму? Вы такая красивая, роскошная. Тут не сгладить вас. Спасибо, посмотрите, мне невеста подарила подарок. Сервиз? Вот это да. Парный сервиз. Чтобы я скорее себе пар нашла. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот видите дорогу, чтобы я не голодала. Вот сегодня у меня дорога длинная, я вообще автостопом поеду, скорее всего, если не найду здесь машину. Подарок. Опять скажу, что я с чужого дома ухожу с фартуком. Это мне подарок. Это самый красивый фартук. Чё, гузаль фартук? У меня такой красивый никогда не было. Ух ты, смотрите. Вы, наверное, Sen işte damlayı da biri, da paydos. обязательно. Я сейчас буду всегда носить. Лейла сразу там стой. Gel sen de Bursa'ya gel. Tamam Bursa'ya geleceğim. Bursa'ya gel. Что приезжайте к нам? Вам огромное спасибо. Пускай ваши молодые будут счастливы. Это самое главное. Спасибо. Да. Я İstanbul'a beklerim. Teşekkür ederim. Все, пока-пока. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, мы с вами замечательно провели время, познакомились с чудесными людьми. А теперь пришло время прощаться. Помните, что у меня самое лучшее? Нажимайте лайки, берегите себя. А вот теперь пока-пока. О, меня на какой-то крутой машине повезут. Да. Ничего себе. Дорогая, вам спасибо. Вы были моим первым человеком, с кем я познакомилась в этом селе. Огромное вам спасибо. Вы красотка невероятная, умница. Встретила меня. Ну что, мы благодарим жениха. Спасибо большое, что вы меня довезли до дома. Я всегда будем рады. Обязательно. Вам еще раз пожелаю счастья в вашей семейной жизни и детишек побольше. До свидания. Это мое до свидания. Могу 1000 раз сказать, какие здесь замечательные люди живут. Все, вот теперь пока-пока. Сейчас мне нужно ехать в соседний город. Называется он Медногорск. Я не знаю, как уехать, потому что автобусов нет. Вон, смотрите на мои чемоданы. Я сейчас все это в руки, собственно, там и гостинцы, и вещи, и еду в Медногорск. Откуда у вас мед? Своя пасека. А где? Как где? Где у вас пасека находится? Пасека у меня часть в Башкирии стоит, а часть здесь. Какие расценки на мед в Оренбургской области? Вот начнем с маленькой до большой. Вот это так, сколько? Это 300 рублей стоит, это 500 рублей стоит. А вообще килограмм меда сколько стоит? Ну, мы по банкам это продаем. Ага. Вот это 800 гречка хороший. Вот это 800. Вот это либо с донником башкирский, это 1200.
Вот так вот примерно после съемок я ищу, как мне доехать до куда-либо. Вот сейчас мне нужно в соседний город. Я не знаю, как мне добраться, здесь нету автобусов. И мне приходится вот так стоять и, конечно же, голосовать.